Всем привет! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить игру про ведьм и про сестринство. Мы сделали себе карту, и сейчас нам нужно пойти поговорить с фамильяром, насколько я помню. Так. Угу. Дорогая Фортуна, меня зовут Тея, я работаю в арбитражном суде. Твоя ситуация привлекла внимание моего начальства, мне поручили заняться твоим делом. Я бы хотела провести с тобой интервью касательно изгнания и в случае, если наказание чрезмерно сурово, написать прошение главе вашего ковена о пересмотрении дела. С уважением, Т. Жетон арбитра номер 210, ранг растущий месяц. Пригласители позже? Ну давай пригласим, а чё б нет. Приходи. Привет, привет. Привет. Спасибо за приглашение. Меня зовут Тея, жетон арбитра номер 210. Приятно познакомиться, арбитр. Я очень рада, что суд занялся моим делом. Я уже отбыла в изгнании 200 лет, и... Я здесь именно поэтому. Твой случай недавно привлек внимание арбитражного суда. Мы боимся, что в сообществе он может вызвать негативный отклик. Чрезмерное наказание порождает недовольство, а уж приговор к изгнанию на 1000 лет – благодатная почва для ненависти. Всем известно, что на что порой способны ведьмы, которые кого-либо сильно ненавидят. Как бы мне читать тебя так по-другому, не знаю. Но я хочу тебе помочь. Расскажи мне все о своем деле, и мы попробуем найти какой-то выход. Спасибо. Я уже встречалась с Эданой, главой твоего клана. Эдана рассказала, что ты привлекла распад Ковена. Однако она пояснила, что изгнала тебя не за предсказание, а за то, как ты с ним поступила. По ее словам, ты стала сеять в Ковене хаос и раздор, предрекая скорый конец, давая ведьмам дурные советы. Это едва не погубило Ковен даже раньше предсказанного. Поэтому она приняла решение лишить тебя колоды и изгнать, чтобы ты могла поразмыслить над потенциалом и назначением дарованных тебе сил. Фортуна просто молчит. Но это все с ее слов. Я хотела бы узнать твою точку зрения. Ты считаешь, что поступила неправильно? Ну, наверное, нет. Настолько мрачное пророчество нужно было разгласить. Хотя я хз, может, следовало сперва поговорить с Аданой. Не. Ты не разделяешь мнение главы своего Ковена. Само по себе это не опасно, но вкупе со знанием может дать ядовитые плоды. А что бы ты сделал? Это говорит наша героиня. А что бы ты сделала? Если близится конец всему, разве не лучше знать об этом заранее? Мне не положено иметь собственное мнение, Фортуна, я должна хранить нейтралитет. Следующий вопрос. Как ты считаешь, такое наказание справедливо? Нет, это явно перебор. Понимаю, вряд ли хоть кто-то с подобным согласится. Как ты себя чувствуешь после 200 летий в одиночестве? Сперва было тяжело, но я уже привыкла. Ого, ты очень сильная. Я постараюсь что-нибудь сделать, чтобы облегчить твою участь. Могу я не волноваться, что ты совершишь что-нибудь безрассудное? Да, конечно. Правда, все еще не могу понять, почему Эдана отняла у тебя колоду. Ты же все равно одна, какая разница, есть у тебя магия или нет. Над этим она мне и предлагала здесь поразмыслить. Жаль, я бы не отказалась от расклада. Ну что ж, должность тебя зовет меня спросить. Ты ни в чем не хочешь признаться? Ну, вообще-то я делаю новую колоду для гадания. Ого. Смело. Но, на мой взгляд, в этом нет ничего противозаконного. Эдана отняла у тебя колоду Таро, но запретить тебе творить она не может, по крайней мере, пока. Однако, если она об этом узнает, то будет не в восторге. Ты ведь не обязана ей докладывать, правда? Суд по-прежнему сохраняет нейтралитет. Конечно, мы не рассказываем никому информацию по ведущим делам, если только речь не идет о нарушении магического пакта или этого не требует слушания. Так или иначе, я делаю не Таро, это кое-что другое. Ого, вот как. Можно посмотреть? Хочешь, я сделаю тебе расклад? Мне, как арбитру, полагается убедиться, что твое новое творение не нарушает магический пакт, так что... Да, пожалуйста, погадай мне. С удовольствием. О, давай погадаем ей. Хочешь спросить карты о чем-то конкретном? Я хочу узнать, смогу ли я достичь чего-нибудь в карьере. Хорошо. Тогда я вытяну 2 карты. Первая расскажет о скрытых возможностях и благих знамениях. Вторая предупредит о возможных трудностях и опасностях. Ой, жутковато. Если не хочешь, я не стану гадать. Нет, продолжай, пожалуйста. Ну тогда начнем. Я могу выбрать, типа, куда я ее перетяну. Насвистанный путь, главенство, целеустремленность, правосудие, предназначение, удача, значение. Мы положим это в хорошее. Я, правда, не знаю, какая будет вторая карта, но я думаю, это хорошая.
Тебя повысят в должности, ты арестуешь очень влиятельную ведьму, кого-то из моего ковена, ты сыграешь ключевую роль в политике ведьминского... Я не знаю, насколько мне вот это нужно смотреть. Типа, я должна выбирать, исходя из того, что мне больше нужно. А что мне больше нужно? Типа, мне все нужно. Фиолетовый. Хорошо, если выбирать... Ты сыграешь ключевую роль в политике ведьминского общества. Я выбрала вот это. Нет, я бы выбрала, наверное... Ну да, вот это. Ты сыграешь ключевую роль в политике ведьминского сообщества. Что? Но мне нельзя. Арбитры сохраняют нейтралитет. Может, это и будет как-то связано с твоей работой. Может, ты будешь так хорошо и выполнять, что сумеешь исправить что-то. О, это было бы замечательно. Пока это все лишь предположение, но карты ясно дают понять, что именно ты в будущем сыграешь очень важную роль. Ой, теперь я так нервничаю. Ну что ж, буду этого ждать. Окей, теперь плохое. Опа, обман, тайна, отторжение, дурной знак, перемена, перерождение. Но это очевидно плохое. Ты очень сильно пострадаешь, получишь тяжелое ранение или травму. Я вижу войну, тебя отправят сражаться. Ой, блин. Ух ты ж, блин, давай, наверное, первое выберем. Тяжелое ранение или травма, или отправить на войну? Ну, даже не знаю, что, конечно, говняче получается. Но тяжелое ранение или травма? Наверное, я лучше выберу войну. Потому что это не сулит на стоп, хотя подожди, но это сулит саму войну. Но не сулит травму. Я даже не знаю. Да, давайте выберем все-таки ранение. Ты очень сильно пострадаешь, получишь тяжелое ранение или травму. О, нет, как так? Не могу сказать, но будь осторожна, это не шутки. И этого никак не избежать? Боюсь, нет. Но, по крайней мере, теперь ты будешь к этому готова. Ой, по-моему, она не очень готова, ясно. Да, уделю побольше внимания боевой подготовке. В принципе, это неизбежные риски на такой работе. Сил тебе. Ну, как тебе моя новая колода? Опа, что происходит? Я хочу, чтобы меня обожали. Потрясающе. И немного жутко. Но в основном потрясающе. Спасибо. Твой дар очень пригодился бы для работы в суде. Просто преступно держать тебя тут заперти. О, мне вообще-то не стоит принимать чью-либо сторону. По крайней мере, не так открыто. Но все равно очевидно же, что на этой глыбе твои таланты пропадают зря. Я лишь арбитр, и я не могу просто отменить приговоры Даны, но... Я сниму запрет на посещение. О, у тебя есть на это право? Я только что запросила разрешение в уголовное бюро. Когда в моем журнале арбитра появится лунная печать, разрешение вступит в силу. Все, что арбитры записывают в свои журналы, тут же появляется в главном гримуаре. Протокол нашего разговора уже занесен в архивы суда. Вы умеете экономить время. Ковины разбросаны по всей вселенной, мы просто не можем постоянно мотаться в лунный храм и обратно. Логично. Ну вот, решено. Теперь ты можешь принимать здесь гостей. О, ты не представляешь, как я этому рада. Хи-хи-хи. Ты это заслужила, я рада, что смогла хоть немного тебе помочь. Огромное спасибо. Да не за что, это ведь моя работа. Мне сообщить об этом в Ковен? Пожалуй, разве что только Жасмин и Георгиня. Я еще не готова общаться с остальными, все-таки прошло уже 200 лет. Я понимаю. Тогда отправлю им весточку соколом. Спасибо еще раз. Ну, мне пора. Рада была познакомиться и спасибо за гадание. Всего хорошего тебе. Это ему сказано. Если возникнут какие-то проблемы, сообщи мне. До встречи. Давай, мне еще нужно погадать моему чертяке. Левиафанчику. А погадать? Ну ладно. Глава 2. Рождение ведьмы. Какая? Опа. Привет. Патриция, у меня был оргазм целых 5 минут. Да ладно, врешь. Фортуна? Откуда же ты знаешь, что он длился именно 5 минут? Ты что, считала? Честное слово, я сама не поняла, как он это сотворил. Когда на меня накатило, я его толкнула. Он свернул себе самокрутку, наблюдал, как я извиваюсь от наслаждения. Когда он затушил окурок, я еще переживала последнее мгновение. Ничего себе, я тоже хочу супероргазм. О, Ева. Что он для этого сделал? Ну... Я не уверена, насколько это можно описывать, но это же fake situation, так что если вы прочитали, то вы прочитали.
Это сыграло свою роль, но вообще, думаю, сложилось много факторов. Там пахло морем, благовониями, которые он зажег, поэтому... Потом он сделал мне пару коктейлей, господи, у меня аж язык заплелся, и включил музыку. В общем, звезды сошлись. Круто. Всегда ужасно интересно слушать о твоих постельных приключениях. Тебе бы книгу написать. Не хочу выносить это на публику, а то всем станет известно, что я богиня секса. А в офисе, как ты помнишь, полно лысеющих извращенцев. Фу, да. Поменьше изображай себя богиню секса, иначе однажды нарвешься на неприятности. Тебе не всегда будет вести, знаешь ли. Ой, да ладно тебе, ну напугали меня пару раз, и что? Если не получать от жизни удовольствие, зачем вообще жить? Вот если тебе, сестренка, попадется кто-нибудь, кто хоть в половину так хорош в постели, как я, ты сразу поймешь, чего тебе в жизни не хватало. Да ёпта. Вот это дела. Вот это дела. Ой. Фу. Фортуна, фу. Честно говоря, я бы не отказалась узнать, на что богиня секса способна в постели. Прекрати, у тебя же есть Алисия. Ну, вообще-то, мы расстались. Ой, сочувствую тебе. Ох, Ева, как жаль. Что случилось? Мы встречались еще со школы и, видимо, со временем просто отдалились подруга от подруги. Но когда мы в прошлый раз у вас ужинали, вы выглядели такими счастливыми. Да, на людях мы всегда старались держать лицо, но на самом деле весь последний год мы ссорились чуть ли не каждый день. Подожди, это они ж ведьмы, правильно? Уже. Это типа настоящий мир? Ну, блин, типа они ведут себя так, как больше как люди, а не как ведьмы. Хотя как должны себя вести ведьмы, я хрен его знает. Никто не знает. Из-за чего? Да из-за всяких глупых мелочей, но я догадываюсь, что именно так раздражало Алисию. Я пыталась завести разговор на эту тему, но она все отрицала, наверное, не хотела, чтобы о ней плохо думали. Ее бесила твоя активная гражданская позиция, да? Как ты угадала? Да просто, если честно, меня это тоже немножко бесит. Патриция. Ну, наверное, иногда я в самом деле увлекаюсь. Да не в этом дело, просто тяжело находиться рядом с кем-то настолько хорошим. Ты веганка, покупаешь только у местных производителей, носишь одежду из секонд-хенда, волонтеришь в благотворительной кухне. Но это ведь не какие-то подвиги, я просто выработала у себя пару привычек. Ой, все. Ладно, я поняла. Но я же не требовала от Алисии поступать так же. Я ей говорю, ты ни в чем не виновата, просто если б я встречалась с тобой, мне было бы неловко есть в Бургер Кинге и носить кожаные сапоги. Ну брось, нельзя же их отношения сводить до такого примитивного уровня. Да нет, она права. Алисия просто не смогла жить с такой святошей. Смотрите, море. О, какой воздух. Ну, девчонки, мы почти на месте. Давайте окунемся в соленые волны и очистимся от всей дряни, которая села на наших душах в городе. Скорее бы начался метеоритный дождь. Я загадаю, чтобы мы трое все бросили и приехали жить сюда. Я вас люблю. О, опять розовые сопли. Мы тоже тебя любим. Троеточие. Фортуна, ты девственница? Что? С чего ты это спрашиваешь вдруг? Ты никогда не рассказываешь о своих отношениях, я ни разу не видела тебя с парнем или девушкой. Нет, просто в отношениях никогда не была. Не строй из себя крутую. Сестренка один раз переспала с кем-то в старшей школе и все. И в этом нет ничего плохого, мне просто было любопытно. Не знаю, я, наверное, люблю секс. Боже, YouTube, пожалуйста. Я надеюсь, ты не сильно бесишься из-за такого. Просто меня мало кто привлекает в этом смысле. Ну ничего, однажды ты встретишь кого-нибудь особенного. А если даже нет ничего страшного, отношения переоценены. Ну, может быть. Не суйте нос в мои дела. Почти приехали, я сворачиваю на обочину. Блин, хорош, нормально, мне нравится. Вполне себе экологично, прям хорошо, да. Такое нормальное общение. Я займусь ужином. Как насчет пиццы? Подожди, она же... О, да. Пицца, это то, что нужно. Давай, сестренка. Скоро будет. Ух ты, что? Блин, как мило. Мне так нравятся такие игры. Она такая необычная, капец, умираю. Подожди. Одна из нас не ест. Одна из нас веганка. Но... Типа... А я могу сделать наполовину пиццы веганской, а половину нет. Потому что, ну... Я же не могу просто проигнорировать то, что она... У нас... Веганка. Не могу, конечно. Так. Реально, я сделаю половину так, а половину вот так. Я думаю, что... Я просто не уверена, насколько это сейчас будет влиять.
Ну, типа, я реально просто сделаю половину такую, половину такую. Это же неплохо, да? Я надеюсь. Вот сюда еще положу немножко еды. Так вот. Оба. Оба. Закончить. Тесто вышло просто волшебным. Здорово иметь сестру с закусочной на колесах. Да, Фортуна, спасибо за пиццу и за поездку. Ну ладно, кусочек съем. Ой, пепперони. Да, для меня это перебор. Да я же сделала половину! Да ёп. Почему просто не снимешь ее с куска? Потому что она пропитала запахом и соком всю пиццу. Я бы не отказалась есть кусочек в виде исключения, особенно с сыром, но пепперони это уже слишком. Да там же есть половина вообще. Я сделала половину. Надо было сделать всю без пепперони. Я знала, что она веганка. Я специально сделала половину. Почему вы не учли это? Вот это обидно, реально обидно, потому что я просто, блядь. Мне правда жаль, я пойду сделаю новую. Нет, не стоит. Я прихватила фруктов на случай, если ты сделаешь что-то, что мне нельзя. Не хочу тебя напрягать. Да мне не сложно, честно. Нет, правда, все в порядке. Я так рада, что смогла поехать с вами, что даже есть не хочу. Ладно, прости еще раз. Я вот умираю с голоду, обожаю пепперони. Так что меня Фортуна ты порадовала. Ну вот и славно. Вселенское равновесие восстановлено. Хотя я бы предпочла пиццу без рукколы. Фу. Да боже, что ж вы меня так... Кстати, когда начнется метеоритный дождь? Должен вот-вот. Наверняка меньше, чем через час мы уже будем глядеть на падающие звезды. Вы что будете загадывать? Вроде же нельзя говорить, а то не сбудется. Тут как хочешь. Но лично я считаю, что звездам плевать, что кому ты говоришь. А ты чего собираешься пожелать? Много всего. У меня целый список. Ну, наверное, мое самое главное желание это стать хорошим человеком. В каком смысле? Ты и так хороший человек? Да не надо мне льстить. Я все понимаю. Я вижу, как вы на меня иногда смотрите. Коллеги на работе и каждый мой парень после оргазма. Я невыносима. Ну, симпатия у тебя и правда проблема. Фортуна. Все нормально. Мы с ней не дали слова никогда друг другу не врать. Да, засранка? Я тебя люблю. И я. Как мило, блин. Такие душевненькие разговоры. Мне вас никогда не понять. Ну, что тут скажешь? У нас та еще сестринская любовь. А ты что будешь загадывать, Ева? Я хочу спасти мир. Да ладно. Никто не может быть таким бессеребренником. Бессеребренником? Что это значит? Ну, правда, меня этот вопрос очень тревожит. Я столько всего делаю, сортирую мусор, соблюдаю принципы разумного потребления, хожу на митинги, жертвую на борьбу с бедностью, но мир все так же катится в пропасть. И мы не можем победить тех, кто им управляет. Я хочу, чтобы звезды помогли мне оставаться сильной, несмотря на неотвратимость катастрофы. Извини. Ева, хочешь, я сделаю тебе расклад на будущее? О, давай. Я весь день думала о твоей колоде Таро, но стеснялась попросить. Ты же знаешь, что мне нравится тебе гадать. Да, вперед. А тут моя колода или другая? Итак, что ты хочешь узнать? Я хочу узнать, что ждет этот мир. Смелый запрос. Уверена, что хочешь спросить карты именно об этом? Да. Даже если они ответят что-нибудь ужасное? Да. Ну хорошо, заглянем в будущее мира. Еще я хочу узнать, что я могу сделать, чтобы мир стал лучше. Поняла? Сосредоточена на своих вопросах, пока я перемешиваю карты. Но должны быть мои колоды, да? Нет, не мои. Император. Император сидит на голой горной вершине. Это символ несгибаемой власти, абсолютное мужское эго, уверенность, сила. Боже, эта игра великолепна. Эта игра великолепна. Великолепно! Так. Климатические изменения приведут к тому, что жить на Земле станет невозможно, и мы переберемся в огромные города под куполами. Ты станешь свидетельницей начала эпохи космических путешествий, со временем люди расселятся за пределы Солнечной системы. Нами станет править нечеловеческая сущность, но мы будем счастливы. Так все не так уж и плохо так-то, да? Второе или третье? А мне нравится третье. Ну, нечеловеческая сущность. Ну, пусть правит. Но зато будем счастливы. Блин. Или второе.
Космические путешествия. Давай второе выберем. Ты станешь свидетельницей эпохи космических путешествий, и со временем люди расселятся за пределы Солнечной системы. Ого, серьезно? Потрясающе, откуда ты это знаешь? Тебе не удастся побывать на других планетах, но твой внук будет жить на Марсе. Ну теперь ты меня разыгрываешь. Правда ведь? А вот Земля постепенно зачахнет, поскольку все ресурсы будут пущены на покорение космоса. Вымрет множество видов животных, и со временем она станет огромной свалкой, непригодной для обитания. Все, пожалуйста, хватит. Ты ведь шутишь? Клянусь, мне это говорят карты. Обычно твои предсказания более расплывчатые, у тебя появится возможность для саморазвития, или там впереди ждет трудности. А теперь ты как будто пересказываешь нам видение из иного мира. Да я и сама удивлена. Может, виноват метеоритный дождь, или где-то происходит парад неизвестных нам планет? Но я все это видела так же ясно, как твое лицо сейчас. Такова судьба мира. Как ты можешь так спокойно об этом говорить? Ох, я прям не знаю, смеяться или плакать. Ты точно хочешь узнать, что можешь сделать при таком будущем? Почему бы и нет? Дослушаем шутку до конца. Шутку. Давай. Умеренность. Спокойная, доброжелательная личность, воплощение сдержанности, гармонии и общности. Вода, текущая между кувшинами, символизирует общение. Ты станешь основательницей известной на весь мир подпольной пропагандистской группы. Ты не сможешь бороться с корпорациями и правительством и создашь фонд для помощи нуждающимся. А давайте первое. Ты станешь основательницей подпольной пропагандистской группы, которая обретет мировую известность. Ого, это как? В будущем появится еще множество средств коммуникации помимо газет, радио и телевидения. Не подконтрольных крупным корпорациям. Ты возглавишь группы, чья политическая повестка станет известна во многих странах, хоть и не будет одобрять правительством. Звучит в целом неплохо. Всегда мечтала призвать к переменам как можно больше людей. А раздавать листовки в университете, как казалось, довольно бессмысленная затея. Ну тогда поздравляю, наконец-то тебя услышат. Ну, класс. Я всем расскажу, в какой мы заднице. Прости, я не ожидала, что предсказания будут настолько ясными и безумными. Все нормально. Это, конечно, было жутковато, но довольно занимательно. Если твое предсказание вдруг сбудется, я буду рассказывать внукам о том, как моя подруга все это предвидела. А они будут думать, что я чокнутая. Ты же понимаешь, что у нее из-за тебя мозги наперекосяк теперь. Я не нарочно. Да, брось, я в полном порядке. Такое отдаленное будущее все равно кажется выдумкой. А ты что скажешь? Теперь ты знаешь, какая судьба ждет этот мир. Что будешь делать? Землю, конечно, жалко, но очень здорово, что человечество доберется до других планет. Мне нравится космос, я бы хотела улететь с этой планеты. О, может, ты побываешь на Марсе? Сомневаюсь. Фортуна предсказала, что после 50 у меня найдут рак костей. О боже. Так что вряд ли я когда-нибудь отправлюсь к звездам. Какой кошмар. Фортуна, зачем ты ей такое сказала? Мы были еще маленькими, и я наспор заставила ее заглянуть как можно дальше в мое будущее. После этого я никогда больше не заглядывала в самый конец чьей-либо жизни. Где-то на границе сознания я ощущала нечто ужасное и чужеродное. Оказалось, что если я попробую узнать, что там после смерти, то... Ох, теперь мне страшно. Никогда не забуду это чувство. В тот момент мой талант к предсказанию словно бы усилился. С тех пор я ни разу не ошибалась. Это так, могу подтвердить. Все, перестань, я не хочу жить в таком сумасшедшем мире. Может, магию нейтрализует другая магия? Смотрите, начался метеоритный дождь. Давайте попросим у падающих звезд, чтобы это жуткое будущее все-таки не наступило. А раз уж на этом пляже никого нет, кроме нас троих, может, будем загадывать желания вслух? Я уже вам сказала, что собираюсь загадать, так что давайте. О, ладно. Я первая. Дорогие звезды, пожалуйста, спасите мир от участи, которую предсказала Фортуна. Дайте нам шанс все исправить. Ты говоришь, как будто моя сестра главный злодей. Ну, перестань. Звезды, сделайте так, чтобы моя сестра была счастлива. Помогите ей обрести то, что она всегда искала. Эй, ты же собиралась пожелать стать хорошим человеком. Не, это все-таки не про меня. Лучше потрачу желание, чтобы тебе лучше жилось, сестренка. Так и поступают хорошие люди. Замолкни, не порти момент. Ну давай, Фортуна, загадывай. Попроси то, чего жаждет твое сердце. Да неважно. Ну скажи уже, что тебя беспокоит? Чего настолько недостижимого ты желаешь, что только звезды могут помочь? Я хочу, чтобы ты была счастлива. Я знаю, что нам известно не все. Я слышу это в дыхании океана. Я вижу это в мерцании пламени, и когда я смотрю свои карты, понимаю, что магия существует. Но мне вечно говорят, что это детские глупости, и я не хочу быть женщиной. Я хочу быть...
смысле? Она не сказала, дайте мне знать, что она сказала. Я не хочу быть женщиной, я хочу быть кем? Богиней. Ну, жесть. Блин, приколы. Ну, вроде все прошло неплохо. Слушай, да прошло-то неплохо, но нам-то с тобой заканчивать надо. Когда последнее сохранение было? 0 минут назад, то есть только что буквально было сохранение. А тут нет сохранений, поэтому да, нам нужно закончить. Это ты довольно милая. Да, по-моему, она искренне хочет помочь. Для представителей магических властей такое желание редкость. Блин, а мне вот интересно, вот этот момент, что нам показывают, это альтернативная вселенная, то, что нам показывают, или это ее прошлое какое-нибудь, или наоборот, будущее. Типа в этой вселенной мы ведьма, которая гадает на Таро. В волшебном мире, соответственно. Может, это... Не знаю, ну... Возможно, это все-таки какая-то альтернативная вселенная. Возможно. Для представителей магических властей такое желание редкость. С твоей стороны было бы смело признать, что ты делаешь новую колоду для гадания. Так, Тея меня не пугает, наше с тобой знакомство придало мне силы, это все равно рано или поздно всплыло бы наружу. Мне нравятся все 3 варианта, даже не знаю. Да, думаю, это все равно рано или поздно всплыло бы наружу. Так что лучше поскорее оказаться у арбитров на хорошем счету. Не дурная мысль. Приятно знать, что у тебя все продумано. Да, давайте на этом тогда и закончим. Но мне реально нравится игра. Типа, пока что она прям 3 серии прошло, и мне реально интересно. Мне нравится и атмосфера, и сюжет, и графика. Ну, вот так вот. Напишите, нравится ли вам. Давайте заканчивать тогда. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.